За поддержку канала, а также его ежемесячное спонсирование спасибо его 4 спонсорам: Ананасику, Антону Соколову, Зо Роджеру и Шаману. Я приветствую тебя, Чумба, с тобой Рабаши. Куда меня только не заносила пила. Библия, Ветхий Завет, множество трешовых проектов для изучения различных отсылок и вот теперь советские фильмы. И я не шучу. Разбирать мы будем кейс со свидания с Макимой, то есть посещение кинотеатра, и фильм, который вызвал у Денджи ее самой слезы. Окунаемся в 39 главу. Свидание заключалось в просмотре фильмов весь день. На юмор они не реагировали, несмотря на вложенный бюджет в фильм, на сентиментальные фильмы также. Никаких эмоций они в них не вызывали, за исключением темы сегодняшнего ролика. На данном фрейме Макима с Денджи наблюдают за диалогом матери и сына, которые обнимаются перед прощанием. Вот оригинальные кадры. Фильм называется «Баллада о солдате» 1959 года, авторство Григория Чухрая, жанр военная драма. Произведение рассказывает нам о Алексее Скворцове, связисте, который смог подбить 2 танка, отказался от награды за данное достижение и попросил у руководства день освобождения от обязанностей, чтобы увидеться с матерью, с которой не успел попрощаться. Генерал вошел в положение и дал ему аж 6 дней отпуска. На протяжении всего пути Алексей встречает различных людей, помогает им, спонтанно находит и также теряет девушку, в которую влюбляется, и перед финальной встречей с матерью поезд, на котором он ехал, попадает под обстрел. У него была всего 1 ночь, чтобы остаться с мамой, однако он потратил все это время на путь и помощь раненым. И он приходит в последний день на рассвете, видится с матерью, обнимает ее и уезжает на фронт, говоря последние слова: «Мама, я вернусь». Но не возвращается, ибо погибает на войне. Именно эта история и расстроила Денджи и Макиму, заставив их лить слезы. На самом деле это очень символично. Смотрите. Денджи, который всегда искал материнскую ласку из-за того, что он сам рано потерял мать, заплакал из-за фильма, ибо на подсознательном уровне понимал боль расставания с матерью. Макима же, в свою очередь, созданная как прототип материнского образа, испытала те же чувства из-за прощания с сыном, которого никогда уже не увидит. Всего за пару страниц этого свидания нам показывают позиции персонажей как по отношению к сюжету и друг другу, так и вообще раскрывают их внутреннюю составляющую: боль, мысли и желания с гештальтами. Вдумайтесь в то, насколько хорош Фудзимото, то что он за 2 фрейма передает столько смысла, который вызывает катарсис. Небольшая ремарка: если ты еще не знаешь внутреннюю составляющую Денджи и то, как он развивался по Фрейду и Ницше, вот тебе подсказка вместе со ссылкой. Обязательно ознакомься. То же касается и Макимы с ее материнским образом. Видеоролики крайне интересные, сделанные относительно недавно, под чай самое оно. Но в чем заключается странность этого фильма? Даже не так. Странность в самом его существовании. Дело в том, что фильм создан из-за Второй мировой войны, а как мы знаем, в мире бензопилы ее нет. Ее сожрал Пачито. Это крайне иронично, что бензопес, который съел почти все термины Второй мировой войны и ее демонов, смотрит фильм, основанный именно на ней. А Макима, в свою очередь, помнящая все, что он съел, и понимающая, что это забрано у ее сестры Йор, составляет ему компанию и также плачет об этом. Палка о 2 концах получается. Либо это своеобразная метафора, оставленная очень прошаренным зрителем, либо очередная ошибка, вызванная из-за невнимательности самого автора. Это, кстати, не первая. Еще интересно то, что с каждым новым фильмом народу становилось все меньше и меньше, и к концу дня остались только Макима и сам Денджи. Это напомнило мне другую сцену. Во-первых, да, из опенинга, но и также из Огненного удара. Это второе произведение Фудзимото, где ГГ с его сестрой также были в кинотеатре, но сам кинотеатр в Fire Punch это своеобразная вариация рая. Так что переплетений в произведениях и фильмах, да и в голове самого автора, достаточно. Вот такой вот интереснейший момент с раскрытием как самой темы, так и персонажей. Надеюсь, тебе понравилось. Также, если тебе интересны отдельные темы в бензопиле, напиши об этом в комментарии. По самому залайканному сделаю отдельный ролик. С тобой был Рабаша, не забудь заглянуть в группы ВК и Телеграма и сказать шейхам спасибо за спонсорство. Ну и увидимся в следующем видосе. Чумба.